Всех приветствую. Сегодня я взял то, что не хватало. Это жесткое дно и удлинитель румпеля. Сегодня попробую замерить скорость двигателя в стоке, перед тем, как начну его дорабатывать. Нужна же какая-то отправная точка. Обкатал мотор 9,7 часа. То есть теперь я смесь заливаю 1,50, до этого заливал 1,25. Мотору, конечно, такая 1,25 смесь не нравится, свечку закидывает. Думаю, сейчас все будет нормально. Но, в общем, двигатель радует. Ну и это, поломочка одна. Барашек отвалился здесь, а потом что-нибудь придумать, так, конечно, неудобно закручивать. Заводится двигатель хорошо, что холодный, в принципе, что горячий. Только не любит, когда его из воды поднимают. Во-первых, бензин из него льется, а во-вторых, там что-то заливает. Он потом вот с 3-4 там раза только заводится. Но если его поднимать, если не поднимать, то идеально. С полтычка все время. Попробовал, покатался с полами, ничего они на ходу хорошего особо не дают, очень жиденькие, прям волной идут, как бумажные. Но зато теперь можно стоять спокойно и не бояться. Расшатывай как хочешь лодку стоя, не выпадешь, спин покидать можно. А теперь надо попробовать поставить удлинитель румпеля. Румпель, наверное, рассчитывался под какой-то другой мотор, пришлось вот еще одну резиночку дополнительно к заводской поставить. А то вообще не затянуть. С удлинителем румпеля лодка, конечно, побежала намного интересней. Это, наверное, все благодаря тому, что я смог в середку сесть, прям посередине лодки. Обороты даже поднялись. Максимум он 4500 выжимал на родной ручке. С удлинителем стал теперь 4670. Обороты поднялись. То есть почти 200 оборотов добавилось. 150 точно. Ну и на глаз заметно, что скорость больше стала. Пока еще не замерял, тут приноравливаюсь. Только надо будет крепление как-то переделать. Не очень как-то это надежно все держится. Через две резинки. Опасненько так это. У меня провернулся один раз. Надо будет потом что-то с этим тоже сделать. Теперь можно попробовать скорость замерить. Конечно, я на реке, не люблю я так замерять. Придется вверх и вниз замерить по разу. Ну, среднее посмотреть. И ветер сильный дует. И дуть будет навстречу, как раз когда я по течению буду двигаться. Тоже может какую-нибудь малюсенькую коррективу внести. Но там, наверное, ни о чем будет. Ладно, пробую. Телефона у меня сегодня с собой нету. Попробую замерить камерой. почему-то обороты вот 1100 примерно. Мне кажется, для него маловато, еле работает. Сейчас надо будет добавить.
пусть пока так будет, дальше посмотрю. Оптимальные обороты, транец не загибает, комфортно, но правда медленно. Ну и хочу попробовать для эксперимента поставить винт от газонокосилки, вот на котором 24 км в час получилось, посмотреть, что будет. Ну так, понятно, конечно, что будет. Не потянет он этот такой винт, скорее всего. Он с этим-то еле до 5000 докручивается. Но попробовать для интереса, насколько обороты провалятся. Так, на глаз скорость-то не особо и поменялась, скорее всего не поменялась, а обороты упали, ну, примерно на 300, на 350. Потом интересно в цифрах будет мне посмотреть. В общем, вот такие результаты, двигатель меня радует, пойдет, будет как запасной или для троллинга на маленьких озерах, там, речках, лучше, чем на веслах в 100 раз. И таскать легко, если что, какой-то порог можно просто перенести. С большим мотором это не получится. Но вот этот косяк напрягает очень сильно. Это вот то, что его не поднять. Сразу выливается бензин. Если краник забудешь закрыть, там, наверное, весь бак вытечет. Если краник закрыл, то только с карбюратора. Но все равно, вся лодка в масле, пахнет бензином все время. И неудобно, когда швартуешься, все-таки трава, надо двигатель поднимать. Подъем двигателя нужен. Поэтому это первое, что надо побороть. Ну и, конечно же, по лодке. Надо что-то с трансом делать. Очень сильно его гнет. Никаких результатов интересных не будет, пока не будет усилен транец. Над этим я подумаю, поработаю. Что-нибудь, я думаю, придумаю. На этом у меня все сегодня. Всем до скорого, всем пока.